Друзья, только что буквально минуту назад у меня состоялась встреча с девушкой из Казахстана, которая является первой хоккеисткой из Казахстана, которая сыграла в женской НХЛ. Она сейчас находится в Швейцарии, занимается тем, что продвигает не только собственную карьеру, она там будет выступать за местную команду, но и также она занимается продвижением женского хоккея в Казахстане. У нее есть академия женского спорта, академия для девочек, где девочки занимаются совершенно бесплатно, где она сама тоже проводит занятия. И вот, кроме этого, она сейчас постарается наладить связь для того, чтобы происходил обмен опытом между Швейцарией и Казахстаном. В общем, вообще удивительная, очень интересная собеседница. Она, кстати, еще и боксом занимается, еще и красавица, модель, сама из Тараза. В общем, друзья, я нашу беседу с ней для вас предлагаю. Приятного просмотра. Здравствуйте. Здравствуйте, еще раз. Имя очень красивое у вас. Булбул. Спасибо большое. Да, и очень мне интересно было с вами познакомиться, потому что мы сделали в Инстаграме про вашу женскую хоккейную команду небольшой пост. Очень такая была приятная реакция от наших зрителей. Они все просили узнать побольше о вас. И вот поэтому я решил вас пригласить, чтобы мы могли так немного побеседовать, поговорить. Вы сейчас в Швейцарии, правильно? Да, я сейчас в Швейцарии, в городе Невшатель. В этом году я играю за швейцарскую команду в этой женской лиге. Вот продвигаю Казахстан тоже коим образом. О, супер. Я вот про вас немножко информацию посмотрел в интернете. Вот. Очень был удивлен вашей карьерой. И еще вы, вот я много встречаюсь с разными людьми, и вы один из примеров как раз человека, который поехал из Казахстана за границу. Вот в вашем случае вы поехали в Канаду и играли вот в женской хоккейной лиге. И потом вернулись в Казахстан, чтобы свои знания, полученные, применить на практике для того, чтобы вот хоккей в Казахстане тоже развивать. Да. Во-первых, я хотела бы выразить благодарность за то, что вы ведете такой блог, очень информативный. Я, на самом деле, тоже смотрела. У меня не так много времени в соцсетях, чтобы сидеть, но время от времени ваши видео становятся вирусными, наверное, поэтому все их видят. И когда вот мне сказали, что вы про нас запостили, еще и вот на такой благотворительной основе, для меня это было нечто вот вау, потому что я считаю, что социальные проекты такие нужно освещать и вообще делать весь спорт Казахстана, стараться делать его бесплатным. И это очень классно, что такая есть поддержка и помощь от таких людей, как вы, которые могут это осветить, рассказать, чтобы больше наших соотечественников знало то, что есть такие возможности и то, что можно так делать. Вот. Спасибо. Мне очень приятно было вот узнать вообще про такую команду, потому что вот у меня, я признаюсь, у меня есть вот стереотип, что хоккей — это вообще мужской вид спорта. И как я удивился, когда увидел вот маленьких девочек, которые тоже так стараются, играют. Это, конечно, поразительно. Да, вообще я в том числе борюсь за гендерное равенство, но именно в правильном понимании этого слова. Хотелось бы, чтобы труд был оплачиваемый одинаково, потому что мы затрачиваем чуть больше даже энергии, чтобы отношения было, условия были. И самое тяжелое вот то, что когда мы начинали эту Академию женского хоккея открывать, я столкнулась с тем, что, во-первых, я молодая, и, во-вторых, то, что я девушка. И это было очень сложно перейти этот барьер, но благодаря своему спортивному характеру я перла как танк, говорила: окей, если вы не можете на местном уровне, на районном уровне решить, я пойду в акимат. В акимат иду, в городской. Не можете решить, пойду в министерство. В министерство иду и говорю: если не можете решить, я буду писать, говорю, президенту, в канцелярию президента, потому что он меня поддержал с этим проектом, и вы хотите мне ставить палки в колеса, так не пойдет.
Вот. И, конечно, они испугались того, что я настроена решительно, я человек новый в этой сфере. И благодаря вот таким вот, как сказать, я отстояла свои границы своей организации. Сейчас, тьфу-тьфу-тьфу, очень хорошо, в очень дружеских отношениях находимся, и все нас, в принципе, поддерживают. Угу. Меня вот, вы сейчас рассказываете, я представляю, сколько вам пришлось пройти, и вот что не только даже, многие проблемы, они существуют не только на самой хоккейной площадке, а в основном это за пределами ее. И вот у меня такая мысль появилась. Вот вы занимаетесь сразу и боксом, и сами играете в хоккей, еще успеваете и женскую команду, вот, девочек поддерживать. Как вы все успеваете? В чем секрет? Ну, если честно, может быть, потому что ко всему тому, что происходит в моей жизни, я никогда не относилась как к работе. То есть вот, мне надо работать. Я относилась к этому как к тому, что я хочу делать. Прям иногда, особенно вот когда была встреча с президентом, я потом 3 дня не могла уснуть, думаю, как это будет происходить, как это будет выглядеть, сколько детей будет счастливых. Ну, то есть такие мысли, и на этой волне продуктивность такая появляется. И, конечно же, благодаря своей команде, у меня вот команда из 11 человек, работников, если бы не их поддержка, я думаю, все-таки один человек далеко не пойдет, а вот с командой в 11 человек у нас сейчас работа складывается слаженно. Это и административная часть, это и тренеры. Сейчас, например, Академия женского хоккея занимает не так много времени, потому что мы ее поставили, а сейчас я работаю над ее продвижением именно в международной сфере. У нас вот одна девочка в середине октября прилетает девочка с Академии женского хоккея в Швейцарию. То есть пока я здесь, я хочу развить это. Я сейчас пишу проект между Швейцарией и Казахстаном, чтобы наши дети не останавливались и могли развиваться дальше. Поэтому я в основном сейчас работаю онлайн, веду переговоры, но встаю в 4 утра, потому что в Казахстане это 8 утра, никаких скидок нет. В общем, да, работаю над тем, чтобы сейчас продвигать это на международном уровне. И еще, кстати, вот я видел, что вы еще и красотой успеваете заниматься, и в качестве модели тоже появляетесь. Да, у меня в 2021-2022 году, 2 года, было постоянное внимание СМИ и некоторые бренды, в том числе наши отечественные бренды, очень хотели коллаборации, хотели, чтобы я их рекламировала, и в итоге вот я не против представлять их, особенно когда за границей. Я люблю носить вот там что-то с нашими орнаментами, с нашей этникой. Это сильно людям бросается в глаза, и мне, наоборот, только в радость представлять Казахстан. Сейчас, секунду. Здесь кошка. Ну, я думаю, что для Казахстана такая реклама очень кстати, потому что вы очень обаятельная, очень красивая, действительно модельной внешности. И знаете, что я вот узнал, что вы из Тараза. Что вы из Тараза, что вы занимаетесь вот хоккеем, что вы занимаетесь боксом. И я вспомнил про чемпионку мира по боксу Фируза Шарипова. Вы с ней знакомы? Мне кажется, что вот как так получается, что из Тараза такие красавицы выходят и еще и боксом занимаются, хоккеем? Да, Фируза моя землячка, мы с ней знакомились, нас награждали за вклад в развитие спорта Казахстана, поэтому мы с ней так переговорили. Если честно, это очень классно, что больше девушек проявляется
в Казахстане. Но просто хочу сказать по поводу Тараза. Я тоже занималась боксом, и, возможно, если бы я не встретила хоккей, может быть, тоже мы с Фирузой были бы в том же спорте. Но из-за того, что я переехала в Алмату, нашла хоккей, я хочу сказать то, что, как я заметила, с регионов и с отдаленных городов больше вообще молодежи выстреливает, потому что они очень приспособлены к тяжелой жизни, к трудной жизни, где надо физически очень много дел делать, где нет там смартфонов. То есть, и когда люди вырастают, они вырастают крепкими внутри, и что дает им, в принципе, толчок потом реализоваться в жизни в той или иной сфере. А я еще подумал, что, может быть, какое-то питание особое есть в Таразе, что, может быть, поэтому. Я росла в деревне у бабушки, и, конечно, все продукты были наши. То есть у моей бабушки и у моего отца, у них ферма, лошади, коровы, курицы. И, конечно, то есть домашние продукты, они всегда очень хорошо влияют на здоровье, потому что, когда я поехала первый раз в Канаду и начала покупать в первом попавшемся магазине продукты, я пришла домой и начала нарезать салат, и когда я надкусила огурец, я не поняла, это огурец или кабачок, потому что вообще было непонятно. Он был безвкусный, он просто такой еле зеленый. Я думаю, в этом плане наша страна, конечно, выигрывает именно в плане продуктов, в плане натуральности продуктов. Поэтому, может быть, доля в этой, есть какая-то доля. А тяжело было привыкнуть, переехать в другую страну, там другой язык, другой менталитет, другие продукты. Как это было, вы помните? Да, на самом деле, я считаю, что мне очень повезло, что первая страна это была Канада, не США, потому что Америка такая более грубая, а вот Канада, они как-то более открытые, более добродушные. Мне где-то понадобилось 3-4 месяца, чтобы я вошла в колею, но никто не ждет 3-4 месяца, ты должна играть, тренироваться сразу. Самое тяжелое, наверное, было то, что, во-первых, у меня было 4 отказа в Америку, хотя меня задрафтовали за Бостон Блейдс команду. Мы прямо уже пришли с письмом, с официальным, с приглашением, говорим, меня должны отправлять как спортсмена, и у них одни и те же вопросы. Ты замужем? Нет. У тебя есть квартира? Нет. У тебя там это есть? Нет. Я молодая спортсменка, я всю жизнь спортом только занимаюсь, конечно, у меня нет, ничего. Тогда было так. Потом я поехала в Канаду. В Канаде, конечно, сложность была в языке. Я сразу попала в такой... Там есть районы, русский район, англоязычный район, такой район. То есть все равно они делятся. Я жила у генерального менеджера 3 месяца, и команда у меня говорила только на английском, так что мне в срочном порядке, в таком стрессовом режиме я выучила и английский, и привыкла к их культуре. Конечно, не без поддержки родителей, потому что мама всегда была онлайн, папа тоже, и они меня всегда поддерживали. Почти каждый день я разговаривала, хотя в жизни, когда в Казахстане жила, мы раз в неделю созваниваемся. А когда именно уехала в другую страну, поддержка родителей, она очень много значит, поддержка близких. Где-то отчаиваешься, где-то я хотела уже уехать домой, потому что эмоционально очень тяжело мне было, ментально. Привыкать к их культуре, к игре такой быстрой, да, где все смотрят, ты им говоришь, они тебя не понимают, еще английский такой ломаный, но преодолев все это, конечно, сейчас я чувствую, что я стала благодаря этому сильнее. Такие моменты закаляют человека, поэтому через такое, мне кажется, нужно проходить, потому что это потом в жизни понадобится. А родители чем у вас занимаются? Я имею в виду, что какая профессия там, Родители у меня в разводе.
Папа у меня живет также в Таразе. Он верит в то, что где родился, там и пригодился. Он не хочет вообще никуда ехать. У него своя ферма, свои лошади, хозяйство, земледелие. То есть все как положено. У него там, у меня есть братишки, сестренки. Вот. А мама у меня живет в Астане. Она работает в офисе секретарем местного религиозного центра Бахаи. Вот. Ну, то есть они не спортсмены, там, спорту? У меня отец был спортсменом в молодости, и боксером, и борцом, и даже джокеем. Он на лошадях рассекал, выигрывал. Потому что я родилась в селе, конный завод Когершин называется, там, где вот наша известная лошадь, Абцент, вот. И поэтому, наверное, там было это сильно развито, и мой папа занимался этим видом спорта тоже. Мой дедушка тоже был спортсменом, может быть, поэтому мне передалось вот это, потому что из семьи у меня никто не занимается спортом с маминой стороны. Да. Тогда вот это, тогда я понимаю, да, откуда у вас вот это спортивное начало, и вот бокс тоже. На видео я посмотрел, вы, наверное, очень опасный соперник, и вот я знаю, что в мужском хоккее есть такие вот поединки, когда там начинается драка, а в женском хоккее такое бывает, и приходилось ли вам вот с вашими навыками боксерскими участвовать вот в таких вот поединках? Да, у нас было пару случаев, их немного таких случаев, но были, когда я дралась и 1 на 1, и когда мы дрались команда на команду. Это был беспредел полнейший, потому что нас сразу дисквалифицировали, там, на следующий матч, или давали такие вот штраф-матчи, штрафы. Но это, конечно, запоминается. Но часто у нас такое бывает, потому что девушки одевают сетки, подраться, а у девушек из-за того, что сетки, ты хоть снять перчатки, ты все равно до лица не дойдешь. Единственное, что мы там можем потом толкаться вот так, завалить на лед, а так в основном у нас все мягко. Даже в драке мягко проходит. Да, я думаю, что вот если такая вот ситуация бы случилась, для многих соперниц такая ваша хорошая боксерская подготовка наверняка бы была большой неожиданностью. Но это дает очень большую уверенность, если честно, параллельно занимаясь боксом. Это дает уверенность, это дает выносливость, это дает немножко реакцию. Но последние годы я в основном стараюсь играть очень тактичный хоккей, больше техника, больше обыгрываю, больше ухожу. То есть стараюсь даже в столкновение не идти, потому что как-то уже бережешь себя. 10 лет мне было все равно, я лезла в толпу, там, через толпу. А сейчас уже как-то более бережно отношусь. Тем более после моей автоаварии я как-то более щадяще к себе отношусь. Тогда спрошу вас, знаете, вот еще о чем мне интересно. Вот у многих спортсменов есть свои кумиры. Ну, то есть у кого-то, кто-то там следит за Криштиану Роналдо, кто-то вот за Геннадием Геннадьевичем Головкиным тоже следит. А кто вот в детстве, вы помните, или, может быть, сейчас тоже есть у вас кумир, за кем вы следите, вот, на кого хотите быть похожим? В детстве я четко помню, что когда я еще в школе училась, может, в классе 3-4, в те времена у нас очень была популярна Ольга Шишигина. Прям она была везде в газетах. Там тогда не было интернета, но были газеты. Я прям помню, я вырезала
ее вырезку они приклеили там куда-то себе в тетрадь, прямо на уроках изображения рисовала там пьедесталы, первое место, там медали. То есть настолько такая детская мечта была у меня стать спортсменкой, и я всегда вот говорила Ольга Шишигина. Вот. А когда уже подросла, когда мне уже стало лет 15, я начала смотреть, как играет Уэйн Грецкий, как он играл, его историю читала. И всегда, у меня даже номер 99, я всегда в Казахстане играю под его номером, и даже здесь, в Швейцарии, мне дали этот номер в качестве исключения, потому что в основном никто не берет 99 номер. Уэйн Грецкий легенда, насколько я знаю. Да, Уэйн Грецкий легенда. Но на самом деле, когда жила именно в Нью-Джерси, у нас были всегда бесплатные билеты на НХЛ. Я смотрела на наших российских игроков, как Панарин, как Гусев. То есть, вот. И всегда очень приятно за ними смотреть, на них равняться, потому что у них такая очень техника на высоком уровне. И, конечно же, я смотрю на женщин, которые закончили, например, Сэмми Джо Смол. Она не то что мой ментор, но она как наставник, может быть. Именно познакомившись с ней, я начала свою дорогу в Канаду, в Америку. Она подсказала там буквально какие сайты, когда дедлайны. И потом мы с ней время от времени всегда сообщались. И вот сейчас мы в последний раз с ней сообщились, и меня пригласили в международный лагерь в Финляндию, где собралось 19 стран, 150 человек. То есть она мне всегда чем-то содействует. И для меня, например, то есть у нее тоже своя академия хоккея вратарей, правда. И сейчас она занимается тем, что возглавляет какую-то команду, по-моему, в НХЛ, или помощником работает. Но то есть у нее такие должности, к которым я хочу стремиться в будущем, чтобы дальше продолжать, как сказать, свою работу именно в сфере хоккея. Вообще очень интересно, вот для меня мир хоккея открылся по-новому совершенно. И я вот хочу в завершение нашей беседы еще кое-что спросить у вас. Теперь уже про культуру, про музыку, потому что я знаю, что вот многие спортсмены перед играми для того, чтобы зарядиться, слушают музыку. И я знаю, что в Казахстане есть один вокалист, которого зовут Димаш Кудайберген, и у него есть некоторые песни, которые вот мы уже с некоторыми людьми общались, и я сам тоже проверял, которые являются допингом. Например, у него есть песня «Олимпика», которую некоторые спортсмены слушают для того, чтобы потом выигрывать. Какую музыку вы предпочитаете? Слушаете ли Димаша, может быть, девочкам вашим ставите Димаша, чтобы они тоже выигрывали? Димаша мы, конечно же, слушаем, конечно же, поддерживаем. Но лично я, когда на играх или где-то подготовка, меня заряжает Адай именно в исполнении наших, забыла, как эта группа называется. Made in KZ? Есть такая. Made in KZ. Не, там еще такая старая. Улутау. Да, вот в их исполнении Адай, и я постоянно либо в таких обычных наушниках, но когда такие вот, как наушники, я прям слушаю, и прям мне хочется выйти сейчас и там всех порвать сразу от этой музыки. И всегда я именно только одну и ту же музыку слушаю, именно вот этот ки, и пусть он будет на повторе, но он прям так сильно заряжает почему-то во мне такой дух, там, воевать, выйти, что-то доказать. Когда нет там настроения, я могу его послушать. Но вот мне кажется, каждому разная своя музыка, но у меня почему-то именно вот такой ки в исполнении Улутау. Да, это супер выбор. И я представляю, как он вас заряжает.
Да, спасибо вам, что нашли время. Желаю вам удачи в вашей спортивной карьере. Желаю удачи в вашей академии. Пускай активно развивается, пускай все двери всегда будут для вашей академии открыты. Пускай девочки становятся настоящими чемпионками. Спасибо вам, что занимаетесь таким правильным делом. Вот. Приятно было с вами познакомиться. Да, спасибо вам огромное. Мы будем продолжать в том же духе, с каждым днем будем расти. Конечно же, Казахстан сейчас ожидает очень большие перемены, и надо смотреть на все позитивным образом. Сейчас очень большие возможности открываются перед нашей страной. Поэтому, надеюсь, мы все это будем, использовать очень умно, всех поддерживая, сохраняя наш нейтралитет и дружество друг к другу. Вам спасибо, что развиваете такие темы. Будем всегда вас поддерживать, будем всегда вас смотреть, делиться вашими публикациями. Также большой вам привет из Швейцарии. Спасибо. Спасибо большое. Хотелось бы передать, может быть, пожелание нашим спортсменам или просто нашей молодежи, что все, что вы делаете, оно имеет значение, и если у вас есть какие-то мысли, если вас к чему-то тянет, то надо слушать себя и идти за этими мыслями, потому что, найдя себя, найдя то, что ты хочешь делать, найдя эту страсть к делу, обязательно реализуешь себя и всегда будешь в балансе. Вот такие вот пожелания. Спасибо. Спасибо. Очень хорошие слова. Ну, вот все, так. до свидания тогда, все, да? Да, до свидания. У меня вопросов больше нету. Действительно приятно, что вот было очень приятно. Такие супер спортсменки. Познакомиться. Да, взаимно. Надеюсь, когда-нибудь, может быть, встретимся вживую, сделаем тоже какой-нибудь репортаж. Может быть, поиграем в хоккей. Я не умею играть в хоккей, но большим удовольствием. У нас всегда есть такая рубрика в Астане «Хоккей гостей». И вы можете к нам прийти, мы там дадим коньки, клюшку, шлем обязательно, налокотники, наколенники, и вы можете выйти на лед спокойно. Ну, то есть у нас это практикуется, так что наши двери открыты. Когда я буду в стране, и вы будете в Казахстане приезжать, то давайте обязательно организуем, будет очень круто, мне кажется. Да. Может, даже на Борис-арену удастся поехать. Но будем смотреть. Вы знаете, есть команда «Борис» футбольная, команда бабушек в Алмате. Да. Там средний возраст, 70 лет. Вот с ними мне уже удалось сыграть. И вот если получится еще с вами тоже поиграть, теперь в хоккей, вот это было бы очень круто. Да, было бы вообще шикарно, мне кажется. Было бы очень классно. Ладно, не буду занимать ваше время. Я скажу своему менеджеру, пусть она подберет время, когда это может произойти. Я обязательно приеду, поэтому обязательно встретимся, дай бог. Супер. Не буду больше отнимать ваше время. Спасибо, что выделили в своем расписании немного времени для того, чтобы мы могли познакомиться. И все. Большой привет из Алании, из Турции. И до встречи. Хорошо, все. До свидания. До свидания. Счастливо. Счастливо.